С вами, как всегда, Арсений, Сеня, Пироженка, карта The Train, и в этот раз это уже важно. Решил я выстроить тактику на зелень, и давайте посмотрим, как у меня это получилось. Э, Спрашивали меня, как же пройти на зелень, и говорили, что на карте Dead Train слишком мало тактик есть в интернете, но я вот подумал, почему же не подсказать вам, дорогие зрители, как проходить эту точку. А зелень, кстати, по мнению огромного количества профессиональных игроков, это ключ к победе на карте Dead Train, потому что можно принимать мидл, можно принимать раскидки Б, раскидки А, но очень тяжело справляться с грамотным выходом по зелени, и самое главное, даже если на зелени не получается выйти в плюс, то в любом случае, если вы заставляете команду фокусироваться, команду защиты, я имею в виду, фокусироваться вдвоем или втроем даже на зелень, то понятное дело, что они не смотрят вверх-вниз, мидл или, возможно, Б оставили без прикрытия. Ну, потому что одному зелень против плохой команды, в принципе, держать удобно. А вот если хороший выход на зелень не построить, то один не справится, и даже два бывает не справится. Поэтому давайте смотреть, что у нас тут получилось. Ну, во-первых, вы должны всегда помнить, что сейчас очень популярны флешки второй кнопкой мышки, аркады, поэтому вот под такую флешку вас будут убивать. То есть вы должны, когда идете на зелень, идти с большим таймингом, не торопиться, постоянно один должен находиться, например, где-нибудь здесь, один, если ослеп, сразу же кричит об этом, и второй выходит на прикрытие. Дальше мне, например, кинули вот такую вот интересную гранату, обычную стандартную хаешку. То есть террорист бежал по зелени, откинул тайминговую гранатку, и гранатка прилетела ровно тогда, когда я бежал на зелень, аркадил под флешку. То есть, в принципе, хаешку вы можете тратить на этой зелени каждый раунд. От хаешки, ну, толк, естественно, есть, но чаще игроки умирают с этими гранатами, или хае-граната будет бесполезна. Уж лучше, скажем так, вы кинете хаешку на трейне на зелень, чуть ли не в каждом раунде, и обезопасите себя от этой аркады, которая, в принципе, будет рано или поздно, чем вы просто умрете с гранатой или кинете хае в никуда, потому что очень часто гранаты у нас летят в никуда. Итак, значит, условно говоря, вы подошли под зелень, нету никакой аркады, вы готовы. Вас здесь двое или трое. Я думаю, что, во-первых, нужно подождать, пока развеются смоки. Во-вторых, нужно, возможно, если есть хаешка, та же, потратить ее сюда, пошуметь, чтобы игроки защиты, ну, знали, что вы на зелени, это не важно. Пускай они знают, что вы здесь. Они откинут зато гранаты в ответ, они откинут, возможно, коктейли Молотова. Когда же подошло время, там, минуты, к примеру, вы становитесь под таким углом и кидаете, смотря вот в эту засечку, вот такой вот смачок. Кидайте смог, который падает по центру зелени. Что этот смог вам дает, дорогие друзья? Он дает вам возможность подойти. Он дает возможность пройти зелень. Также не забывайте, что, например, там, когда один проходит, один может просто нашивать этот смог, и, возможно, игрок защиты сам подставится. И, соответственно, когда вы под этот смог проходите, вот он еще раз, вы чекаете все позиции, вас никто не видит. Вы чекаете аккуратненько коробку, вы заходите в эту коробку, вы проверяете. Самое главное, если здесь будет игрок защиты, то вы его убьете, потому что вам смог не мешает, а ему он здесь будет явно мешать. Поэтому, в принципе, он здесь не жилец. Как только вы подходите под коробку, и смог этот, собственно, еще здесь лежит, где-то тут он, по идее, он начинает развеиваться. Вы, в принципе, можете откидывать коктейль Молотова. Дальше вы ждете флешку от своего тиммейта, и под эту флеш-гранату можно выходить налево убивать. В принципе, желательно, чтобы с вами был, наверное, еще один, то есть выход зелени втроем. Тогда можно подкидывать не коктейль Молотова, можно подкидывать смок, ибо справа, возможно, будет находиться игрок защиты или за деревянным ящиком, или за под окнами, который будет вас пытаться убить. Поэтому желательно все-таки откинуть еще один смок. Но что самое главное в этой тактике, это как раз-таки выход под флешку вашего тиммейта, третьего, который кинет вот такую вот длинную флешечку моментальную, и эта моментальная флешка будет слепить игроков защиты. Вообще лучше всего рассчитать флешку, которая взорвалась бы вот здесь, дорогие зрители. Вот здесь. Почему это так важно? Потому что если она взорвется здесь, тогда игрок защиты, который будет, скорее всего, принимать зелень как минимум отсюда или с АВП, или чекать, он ослепнет, и это, конечно же, сыграет вам в преимущество. Поэтому, ну, я думаю, что нужно целиться где-то в фонари,
или в букву А, к примеру, выше буквы А, да, то есть вот в такой вот позиции, и кидать вот такую флешку. И вот она, родная, как раз-таки с первого раза получилась. Вот такая вот флешка, которая полностью ослепит зелень. Ну, кого она не заденет, это вот этот левый угол. Поэтому, возможно, чуть-чуть дальше. Но это вы уж сами попрактикуйте. Это не так уж и тяжело найти для себя ту самую точку, откуда можно кидать гранату. Тем более, это человек третий, он, по сути, не будет задействован. Его роль пошить и кинуть флешку. То есть он это все может сделать с какой-то одной позиции. Поэтому кидаете эту гранату, и два ваших тиммейта под эту флешку, отвернутые в начале, чтобы сами не ослепнуть, выбегают и действуют. Пушат лево, ну и дальше уже продолжается выход, зажим, то есть там подстраиваются игроки на верхнизе, на мидле, и все готово. Ну, ключевым моментом в этой тактике, это, конечно же, является дым, который дает вам возможность пройти через эту зелень. И, соответственно, не забудьте, что до этого вы должны попытаться выманить гранаты. Ну а под этот смог, под прошив третьего, вы можете проходить, аккуратно чекать. В принципе, вас попытаются здесь тоже нашить, но это была не была, скажем так. Заходите в коробку и ждете. Дальше гранаты готовы и полетели из дыма влево. В принципе, вы можете сами попытаться, если готовы. Вообще можете сами все это сделать. Даже, ну, запомните, то есть можно тактику строить втроем, а можно одному все это сделать. Он может сам аккуратно подойти, сам аккуратно все сделать, сам аккуратно дать смог, пройти в коробку под этот смог, да, когда он ляжет, прошу прощения. Все прочекать, ну и в принципе, когда там тиммейты, например, вообще находятся под Б, можно кинуть вот такую вот флешку и под нее попытаться пойти, а до этого кинуть коктейль Молотова за деревянный ящик. Поэтому здесь вариантов много, но это такая вариация уже как фейк. С вами была Ксения Синяя Треноженко, надеюсь, все понравилось. Пока-пока, ставьте классы.